Вчерашний инцидент, вызвавший общественное негодование, связан с 20-летним уроженцем Таджикистана, который приехал в Москву и уже через сутки посетил храм святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова на Южно-Бутовской улице. Там он задул поминальные свечи и напал на прихожанку. В отношении него возбуждено уголовное дело, но мотивы его действий пока не ясны. Давайте для начала вспомним ход всех событий и поговорим о проблемах с мигрантами. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Молодой мужчина, один из незаменимых трудовых мигрантов, вошел в храм спокойно. В руках он держал коврик для намаза, а в мыслях у него было что-то недоброе. Он проник вглубь храма и начал задувать свечи накануне перед распятием. Здесь люди ставят свечи с молитвами за упокой усопших. Это случилось в середине дня, когда утренняя служба уже закончилась, а вечерняя еще не начиналась. В храме было мало людей, но несколько прихожанок присутствовали. Одна женщина сделала Оскару замечание, однако он невозмутимо продолжил свое занятие. Прихожанка не стала терпеть оскорбления Веры и попыталась остановить его. Оскар лишь ухмыльнулся и грубо оттолкнул ее со словами «Пошла вон». Женщина успела заснять его действия на видео. Закончив свой акт вандализма, Оскар выбежал из храма и затерялся среди прохожих. Полиции удалось идентифицировать нарушителя благодаря камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что Оскар Бутаев прибыл в Москву несколько дней назад и остановился в хостеле неподалеку от храма, где его и задержали. Он признался оперативникам, что потушил свечи намеренно для оскорбления чувств верующих. На допросе Оскар хранил молчание и таинственно улыбался. Возможно, провокатор, а может быть просто дурак. Жил рядом с храмом в хостеле, нигде не работал. Вероятно, разрыв между его ожиданиями и реальностью оказался слишком большим, и он не смог найти работу и таким образом решил привлечь внимание правоохранительных органов, чтобы скорее уехать домой. Тем временем, заместитель председателя Духовного управления мусульман России, муфти Москвы Ильдар Аляутдинов осудил поступок мигранта, загасившего все свечи в храме святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова. Он подчеркнул, что такие действия мог совершить лишь человек, не понимающий истинного значения религии и находящийся в духовном кризисе. Произошедшее в Московской церкви, безусловно, вызывает возмущение. Подобные поступки возможны лишь у тех, кто далек от понимания религии и находится на духовном дне. В Коране сказано: «Верующие, не оскорбляйте тех богов, к которым взывают люди помимо Аллаха», разъяснил Аляутдинов. Муфти Москвы также отметил, что истинный верующий – это тот, рядом с кем приверженцы любых религий и взглядов ощущают себя спокойно и безопасно. Вера должна проявляться в делах, поступках и уважении к другим. Истинно верующий не посягает на честь, имущество, достоинство и чувства других людей. Его вера проявляется в уважении к окружающим людям, в добрых делах и поступках. Если же человек нарушает права других, тем самым нарушая закон, он должен понести соответствующее наказание, заключил Аляутдинов. Муфти Духовного собрания мусульман России Альбир Кырганов также осудил поступок Оскара. Вот его слова: «Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство». Далее муфти предложил более мягкое наказание для молодого человека. Пусть он месяца 2 поработает на территории монастыря, чистит территорию и помогает на кухне. Это может помочь ему прийти в себя. Но если он повторит подобные правонарушения намеренно, тогда нужно придерживаться статьи УК РФ. Если нарушитель вновь совершит аналогичное деяние, то его следует депортировать обратно в свою страну. Ранее Альбир Кырганов призывал бороться с мигрантофобией. Вот что он тогда сказал: «Российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии. Нам кажется, идет нагнетание этой темы, эту волну раскачивают. Мы обеспокоены тем, что эта волна с мигрантов может перекинуться на мусульман, которые являются гражданами нашей страны». Тем не менее, по версии следствия, молодой человек намеренно совершил данный поступок, чтобы оскорбить чувства верующих. Суд при этом не учел слова уважаемых муфтиев и отправил его в следственный изолятор. Вероятно, ему дадут год заключения по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, после чего депортируют обратно к родителям. Бесплатно, разумеется. Интересно отметить, что недавно МВД России отчиталось о первых результатах операции «Нелегал-2024», заявив о выдворении более 30 тысяч иностранцев из России в этом году. При этом 150 из них находились в розыске за правонарушения и преступления. Прошлый год показал еще более высокие цифры. За пределы страны были выдворены почти 110 тысяч иностранцев.
Этот внутренний туризм в кавычках длится многие годы за счет наших налогов и бюджетных средств. Очевидно, что таких людей нужно отслеживать уже на границе с Россией. Однако нельзя сказать, что ничего не предпринимается в этом направлении. Недавно Владимир Колокольцев принимал участие в открытии филиала предприятия ВБУП «Паспортно-визовый сервис МВД России» в Душанбе. В идеале все желающие работать в России должны теперь проходить тщательную проверку, включая снятие отпечатков пальцев и фотосъемку. Однако уже понятно, что необходимы дополнительные меры, такие как собеседование и наличие рабочих гарантий со стороны российских работодателей. Пример Оскара показывает важность таких мер. Если этого не сделать, то получается, что такие соискатели едут в Россию не за работой, а за приключениями, которые обходятся дорого как жителям России, так и бюджету страны. Логичный законопроект о депортационном депозите в 60 тысяч рублей для мигрантов был предложен депутатами Госдумы от «Справедливой России». Чтобы избавить государство от подобных расходов, мы предлагаем ввести обязательный депортационный депозит для трудовых мигрантов и членов их семей. В случае депортации средства будут направлены на покрытие необходимых затрат. Если мигрант не нарушит закон и покинет страну добровольно, деньги ему возвратят, заявил лидер партии Сергей Миронов. Только за первые месяцы 2024 года депортация нежелательных гостей обошлась России в 366 миллионов рублей. И почему эти средства должно покрывать государство, а не мигранты или его работодатель, которые получают прибыль от этого туризма? Что же касается проблем миграционной политики вообще, то, по мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Беспалько, все дело в бизнесе, безудержном желании предпринимателей зарабатывать и в коррупции. По его мнению, подходить к изменениям в миграционной политике следует последовательно, так сказать, от общего к частному. Нужно отдельно выделить репатриацию, то есть возвращение людей на родину, отдельно выделить миграцию русских и отдельно трудовую миграцию. Последняя должна быть временной. Необходимо ввести визовый режим. Очень хорошую практику показывают страны Персидского залива, куда тоже приезжают на работу люди из других стран, в том числе и Средней Азии. Эти люди живут в отдельных поселках, у них есть виза, их привозят на работу и увозят. У них есть определенный срок, они приезжают на конкретные строительные или иные проекты, после чего они могут уехать. Если они хорошо себя ведут, они могут получить право работать дальше, считает Богдан Беспалько. Сейчас же, по словам Богдана Беспалько, миграционная политика превращается в какую-то благотворительность. Людям, которые представляют среднеазиатские государства, бесконтрольно раздают гражданство. А это, обратил внимание политолог, может нарушить технический и религиозный баланс, о чем в принципе может свидетельствовать нынешний инцидент в московском храме. Когда мусульман в каких-то районах, таджиков, узбеков и прочих, станет больше, хотя бы на 10-20%, такие инциденты станут уже обыденностью. Они, собственно, и превращаются уже в обыденность. Поэтому миграционную политику надо менять. Или направлять ее на другие регионы, страны и религиозные группы. Пусть к нам приезжают, например, граждане Египта, там более миллиарда населения, там достаточно высокая безработица. Пусть приезжают граждане Корейской Народно-Демократической Республики. Пожалуйста, пусть приезжают христиане из Нигерии или Египта. Они точно не будут задувать свечи в наших храмах, не будут пополнять ячейки радикальных исламистов, отметил в заключение специалист. Люди в сети весьма разнообразно отреагировали на проступок негодяя и на слова его заступников. Приведем лишь несколько комментариев. Ильдар Аляудинов – это тот самый муфтий, который сказал, что Россия должна стать мусульманской страной за счет приезжих с Востока? Комментирует Лариса. Недавно читал, в Таиланде оказывается такая система, депортируемый должен оплатить свое содержание в центре депортации и билет домой, если не может. Сначала переезжает в тюрьму, где ему предоставят работу, чтобы сначала оплатить долги и накопить на билет, делится Ига. А что бы сказал Аляудинов, учившийся в Египте на традициях исламизма и выступающий за никабы в России и ее исламизацию? Если бы вдруг православному русскому взбрело в голову припереться в мечеть и творить подобное? Задается вопросом Лиана. А ведь это шайтаны в его голове и в сердце, поэтому такое уже перестало осознавать реальность. Совершение греха прилюдно. Пишет Марат. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!